Всем привет! В этом видео я подробно расскажу и покажу, как связать такой пуловер. Формат видео будет следующий. Я буду рассказывать в том порядке, в каком я вязала его, и по ходу рассказа, там, где нужно что-то показать, я буду показывать на образце. Мой пуловер связан на 50 размер. Пряжа Газал джинс. 50 граммов здесь 170 метров. Состав 42% акрил, 58% хлопок. Номер 1104, номер цвета. Спицы я использовала 2,5 мм. И также использовала крючок 2,5 мм для соединения деталей. Пряжу эту я получала из интернет-магазина «Мир вышивки», и под видео я оставлю ссылку на саму эту пряжу, также на магазин, и кроме этого там будет промокод на 10% скидку, которым вы можете воспользоваться при своем первом заказе. И также в закрепленном комментарии эти ссылки я оставлю. На пуловер у меня ушло 420 граммов пряжи. Кроме этого, я еще по центру пришила пуговицы, вернее бусины. Можно использовать пуговицы, можно вывязывать шишечки здесь. Это кому как нравится, чтобы обозначить эту центральную дорожку. По размерам, которые получились у меня. Ширина. Здесь изделие связано резинкой, поэтому точно здесь измерить трудно. Примерно вот так. На таком растяжении ширина, как в расправленном виде резинка, ширина получилась 56 сантиметров. Длина от самой верхней точки 63 сантиметра. Рукав. Ширина в начале рукава 21 сантиметр, в конце 10 сантиметров. Длина рукава 43 сантиметра. По горловине ширина открытой части у меня 16 сантиметров. Длина, вернее, высота горловины 14 сантиметров. Пуловер связан отдельными деталями, отдельно спинка, отдельно передняя часть и из проймы вывязаны вниз рукава. Обвязки здесь нет. Узор — это резинка 3×2, 3 лицевых, 2 изнаночных со смещением узора. Это я буду показывать на образце, как вывязать это смещение. Вязание я начинала со спинки. Спинка представляет собой прямоугольник, то есть здесь ничего не вывязано, никаких ни пройм, ни горловины, прямой прямоугольник. Когда мы сшиваем здесь, потом все равно эта часть опускается, и этого вполне достаточно, так как обвязки здесь нет. Можно при желании еще вывязать скосы по плечам, но я также их не вывязывала в этом изделии. Прямоугольник от начала и до конца. По петлям. Я набрала на спицы 148 петель обычным набором и вязала резинку 3×2. Распределила петли так: кромочная, 2 лицевые и затем 142 петли узора. То есть я повторяла 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные, 3 лицевые, и в конце 2 изнаночные, 2 лицевые. То есть чтобы симметрично было. Так у меня получилось на 148 петель. И вязала в высоту ровно 200 рядов. Петли в конце оставила открытыми, сняла на дополнительную спицу и перешла к вязанию передней части. Также набрала 148 петель, такое же распределение, как на спинке, и провязала ровным полотном 100 рядов. То есть на спинке 200, половина 100 рядов. И затем начала вывязывать вот это смещение. Сначала здесь идет смещение без убавок,
а затем уже идет с убавками. Это я сейчас буду показывать на образце. Здесь в центре идет одна дорожка, ее нужно выделить, эту дорожку. У меня получилось по петлям так, на моем количестве, 73 петли до центральной дорожки из 2 изнаночных, и затем 2 изнаночные, и сюда 73 петли. То есть от центра делим пополам оставшиеся петли. Итак, я провязала этим узором, который сейчас покажу, до начала убавок 50 рядов. Как это вязать? Давайте посмотрим на образце. Для образца я набрала 50 петель и на них буду показывать. Количество петель должно быть распределено так, чтобы по центру обязательно шла дорожка из 2 изнаночных петель. Здесь у меня 50 петель минус 2 центральные петли, получается 48. 48 пополам 24 петли. Значит, 24 в начале, 24 в конце и 2 центральные. Вот они, 2 центральные петли. Их выделяем маркерами. По краям 2 дорожки из 3 лицевых петель. Вот они. Они будут вязаться неизменно, то есть всегда 3 лицевые, 3 лицевые. А под них уже, под крайние лицевые петли, будут убавляться петли с краев. И при этом по центру петли будут добавляться. Эта часть вяжется до выреза, до начала выреза горловины, на том же количестве петель, без убавок и без прибавок. Итак, провязываю 24 петли. Не 24, а сейчас до первой дорожки из 3 лицевых петель. Повторяю, 3 лицевые, 2 изнаночные. Так, вот перед маркером у меня осталось 3 лицевые, 2 изнаночные. Чтобы мне провязать первую из лицевой, 1 изнаночную, я провязываю только 1 изнаночную петлю и первую из 3 лицевых из этой крайней дорожки провязываю вместе с изнаночной петлей лицевой за переднюю стенку. Это первая лицевая, вторая лицевая и третья лицевая. Вот 3 лицевых, эта дорожка остается. Теперь переснимаю маркер и перед центральными петлями прибавляю петлю следующим образом. Делаю накид к себе. Затем провязываю средние 2 петли изнаночные. И после этих средних петель делаю накид от себя. Дальше идет вторая дорожка из 3 лицевых петель. Провязываю первая петля, вторая петля лицевая и третью петлю со следующей изнаночной мне нужно провязать лицевой с наклоном влево. Первую петлю снимаю, вторую провязываю лицевой и протягиваю через предыдущую, то есть провязала убавку протяжкой. Все, 3 лицевые остались, дальше петли вяжу по узору. 1 изнаночная и дальше повторяю 3 лицевые, 2 изнаночные. И так провязываю до конца ряда. Сейчас я этот ряд довяжу до конца по узору и в изнаночном ряду также довяжу петли до места прибавок. Итак, в изнаночном ряду узор у нас в зеркальном отражении вяжется, то есть 2 лицевые, 3 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные. Дальше здесь у нас осталась уже 1 лицевая и 3 изнаночных петли. 1, 2, 3. Так как у нас узор по изнанке вяжется 3 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные мы провязали,
Значит, по узору следующая должна быть лицевая. Эта петля, которая добавленная, вот накид, ее нужно провязать скрещенной. По узору лицевой. Провязываю за заднюю стенку. За заднюю стенку лицевой петлей, чтобы накид получился скрещенным. Дальше 2 лицевые средние петли в изнанке. По лицевой стороне они изнаночные, по изнаночной стороне они лицевые, 2 лицевые. И следующий накид провязываем также лицевой по узору, но за переднюю стенку. Накид получился скрещенным. И дальше провязываю все петли в изнаночном ряду по узору. То есть в изнаночных рядах нет убавок и прибавок. Они выполняются только в лицевых рядах. Сейчас я довяжу этот ряд до конца и в лицевом ряду подойду к маркеру и покажу еще раз. Итак, следующий лицевой ряд. Смотрим. Вот дорожка из 3 лицевых петель. Перед ней оставляем эти 3 лицевые недовязанными и 1 рядом петлю. Здесь у нас получается 3 лицевые провязываем. Осталась 1 петля в изнаночной дорожке. С первой петлей провязываем ее вместе лицевой за переднюю стенку, то есть с наклоном вправо. Затем 2 лицевая и 3 лицевая. Теперь здесь у центральной петли у нас получилось 4 изнаночные петли. То есть 2 средняя дорожка изнаночные, 2, которые мы добавили. Узор продолжается у нас 3 лицевые, 2 изнаночные. И после 3 лицевых изнаночная петля. Провязываем ее изнаночной, а перед средними 2 изнаночными петлями снова делаем прибавку. Накид к себе. Провязываем 2 изнаночные петли средней дорожки и после них накид от себя. Затем провязываем уже по узору эту изнаночную петлю и переходим к следующей дорожке из 3 лицевых петель. Провязываем первую петлю лицевой, вторую петлю лицевой и третью петлю лицевую со следующей петлей, в данном случае она изнаночная, провязываем вместе лицевой с наклоном влево, протяжкой. Первую петлю снимаю, вторую провязываю лицевой и протягиваю через предыдущую. Все. Дальше вяжу по узору, так как петли лежат. Довязываю ряд до конца и в изнаночном ряду снова подключусь здесь. Так, изнаночный ряд. Провязываю до маркера все петли по узору. 3 изнаночные, и после маркера у нас должны идти 2 лицевые петли. Первая у нас уже есть добавленная петля, и следующая она тоже должна быть провязана лицевой, так как узор 3 изнаночные, 2 лицевые. У нас только 1 лицевая, значит вторую тоже провязываем лицевой. Провязываем ее за заднюю стенку скрещенным накидом, затем 2 средние лицевые петли провязываем и следующий накид провязываем лицевой за переднюю стенку скрещенной петлей. Следующая лицевая, добавленная в предыдущем ряду, и дальше по узору все петли. Довяжу этот ряд до конца и в лицевом ряду перед убавками подключаюсь. Так, у меня следующий лицевой ряд. Опять также перед маркером оставляем дорожку из 3 лицевых петель и следующую рядом. Здесь получается после 2 изнаночных 2 лицевые, и следующую уже лицевую провязываем вместе с первой из дорожки лицевой за переднюю стенку. 1 лицевая, 2 лицевая, 3 лицевая. Дальше маркер переснимаем, провязываем после 3 2 изнаночные петли у нас уже идут перед средней дорожкой, и опять добавляем петли.
накид к себе перед средней дорожкой, 2 изнаночные, накид от себя. Дальше по узору у нас идут 2 изнаночные. И пришли ко второй дорожке из 3 лицевых. Провязываем 1 лицевая, 2 лицевая и 3 лицевая со следующей петлей вместе лицевой с наклоном влево. Первую снимаем, вторую провязываем лицевой, протягиваем через предыдущую. То есть мы здесь добавляем по центру, а по краям убавляем. И таким образом происходит смещение узора. Довязываем этот ряд до конца. Здесь также 2 лицевые остается, 2 изнаночные, и дальше 3 лицевые, 2 изнаночные. Довязываем ряд до конца в изнаночном ряду. И покажу, как провязать накид. Итак, изнаночный ряд, 3 изнаночные здесь перед маркером. После маркера у нас, значит, 3 изнаночные, 2 лицевые. И теперь уже нам нужно добавлять изнаночные. Узор 3 по изнанке, 3 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные, 2 лицевые. 2 лицевые у нас уже добавлены, значит, следующая петля должна быть изнаночная. Эту петлю, чтобы провязать скрещенной, также провязываем за заднюю стенку. Подхватываем заднюю стенку петли и провязываем ее изнаночной петлей. Дальше 2 лицевые средней дорожки и следующую петлю также изнаночной провязываем за переднюю стенку. Дальше у нас уже добавлено 2 лицевые и продолжаем по узору все петли. И таким образом продолжаем прибавлять петли в стороны от 2 центральных петель, провязывая их по узору. То есть повторяться должна вот эти дорожки крайние, с которыми мы делаем убавки, провязывая так, как я показала. И вот уже новые дорожки добавляются в стороны от 2 центральных петель. И добавляем по узору. По лицу это должно быть 3 лицевые, 2 изнаночные, по изнаночной стороне 3 изнаночные, 2 лицевые. И начало выреза горловины должно начаться в том ряду, где у вас в стороны от центральных петель добавлено 3 лицевые петли. То есть именно в этом месте лучше начинать вывязывание выреза горловины, чтобы эта дорожка крайняя была именно из 3 лицевых. Здесь, если будут изнаночные петли, это будет некрасиво. И у нас получается 3 лицевые в стороны от 2 изнаночных, когда добавили. Начинаем вывязывать вырез горловины. Вот я провязала вот эту часть от начала, где я начала убавлять и прибавлять петли, 50 рядов. И затем стала вывязывать вырез. Эти 2 средние петли изнаночные, они затем будут кромочными петлями рядом с 3 лицевыми петлями. Я сейчас провяжу свой образец до того момента, когда у меня будет такой же край, то есть 3 лицевые добавлены возле 2 изнаночных петель, и покажу, как вывязывать этот вырез. Так я провязала образец до того момента, когда у меня в стороны от центральных петель добавлено по 3 лицевых. Здесь 3 лицевых, 2 центральные изнаночные и здесь 3 лицевых. На своем пуловере у меня получилось, как я сказала, 100 рядов до начала вот этих убавок и прибавок, 50 рядов с убавками и прибавками, и в следующем, получается, в 151 ряду я начала вывязывать уже вырез горловины. И он вывязывается следующим образом. В этом ряду мы начинаем вязать убавки, вернее, продолжаем вязать убавки так же, как вязали, а по центральной части уже вяжем без изменений.
Значит, средняя дорожка, вернее, дорожка из 3 лицевых петель и еще 1 петля оставляем. Значит, вяжем 1 изнаночную. Также с 1 лицевой со следующей петлей провязываем вместе 1, 2, 3. То есть дорожка, она все время будет также идти. Затем провязываем до центральных петель, повторяя 2 изнаночные, 3 лицевые петли. И вот моя дорожка из 2 центральных изнаночных петель. Первую изнаночную я провязываю, и это половина вязания. Дальше каждую сторону вяжу отдельно. Провязываю сначала эту сторону. Теперь эта петля будет у меня кромочной. Я ее снимаю и провязываю в обратную сторону все петли по узору. Здесь будет кромочная, 3 лицевые. Всегда от края здесь будет по изнанке так. Дальше повторяем узор и этот ряд провязываем до конца. Так, как смотрят петли, как лежат. Изнаночные, изнаночные, лицевыми, лицевые, лицевыми. Сейчас я провяжу этот ряд до конца и в лицевом ряду еще раз покажу, как здесь делать убавку. И снова вот в лицевом ряду у меня осталась дорожка из 3 лицевых и 1 петля перед дорожкой. Провязываю первую петлю дорожки вместе лицевой с наклоном вправо, 2, 3. Дальше продолжаем также вязать до середины, повторяя 2 изнаночные, 3 лицевые и последняя петля, которая у меня уже стала кромочной, я провязываю изнаночной за переднюю стенку. Снова разворачиваюсь. Эти петли нужно будет переснять на другую спицу, пока вяжем эту сторону, так как они будут мешать. И повторяем опять: кромочную снимаю, провязываю все петли в этом ряду в изнаночном по узору. Здесь прибавок и убавок нет в изнаночных рядах. И так провязываем эту сторону так, как я показала, столько рядов, сколько вам нужно сделать убавок. В моем случае я провязала так с убавками 40 рядов, то есть убавила 20 петель. И затем, когда я закончила вязание убавки по этой стороне, я перешла на ровное вязание. Сейчас я покажу это на самом пуловере. Вот здесь видно, убавки продолжаются, а здесь так и вяжется по краю. 3 лицевые, кромочные, кромочная. И так я провязала вот 40 рядов. Вот здесь видно, где закончились у меня убавки. И дальше я просто провязала ровно еще 10 рядов на высоту спинки. Так как у меня спинка 200 рядов, 100 я провязала ровно до начала вязания этой части. Затем 50 рядов вот эта часть, 40 рядов с убавками, это 190, и еще 10 рядов просто ровно. Вот она, эта часть, полностью вся. И также петли оставила открытыми. Затем перешла на вязание второй части и вязала точно так же. Первая петля кромочная, 3 лицевые, провязываем все, сколько там у вас прибавилось петель, и с последней из 3 петель лицевой дорожки провязываем следующую петлю вместе лицевой, так как я это уже все показала. И таким образом у меня на плечах осталось по 54 петли.
Было 73, 20 убавила и одна, которая кромочная от средней петли. Эти 54 петли также сняла, оставила открытыми и соединила со спинкой методом 3 спиц. Для того, чтобы соединить таким способом, необходимо петли 54 петли и спинки и 54 петли передней части приложить. Я вот связала еще один образец, правда, он у меня здесь по петлям не совпадает, но я просто покажу, как это провязывать. Лицевыми сторонами друг к другу. Вот так, лицевыми сторонами друг к другу. И провязываем следующим образом. Петлю, которая на дальней спице, первую снимаем. С ближней спицы провязываем лицевой. Также снимаем. На спице, которые мы вяжем, 2 петли, протягиваем одну через вторую. То есть дальнюю набрасываем на ту, которая ближе к краю. Это первая петля. А дальше повторяем так. Захватываем петлю с ближней спицы, затем сразу же петлю с дальней спицы, провязываем их вместе одной лицевой, спускаем их со спиц провязанные петли, также 2 петли протягиваем через предыдущую петлю. Всегда остается одна петля. И повторяем. Одну петлю с ближней спицы подхватываем, одну петлю с дальней спицы, вместе их провязываем одной лицевой, спускаем со спиц и протяжка. И так повторяем, пока не будут закрыты все 54 петли. У нас идет сразу закрытие петель и соединение плеча. Когда мы соединили с обеих сторон по 54 петли, оставшиеся петли в центре по горловине, их нужно закрыть. Так, сейчас я беру. Я закрывала их просто обычной протяжкой. То есть первая петля, вот у меня идет лицевая, я ее провязываю лицевой, протягиваю через предыдущую. Закрываю. Дальше идет изнаночная петля, я ее провязываю изнаночной петлей и протягиваю через предыдущую. Дальше опять изнаночная, значит, провязываю изнаночной петлей, протягиваю через предыдущую. Дальше опять лицевая и так повторяю. Там, где лицевая, провязываю ее лицевой, там, где изнаночная, провязываю изнаночной и протягиваю петли. Таким образом, оставшиеся петли по горловине будут просто закрыты. Вот у меня соединены плечи. И вот закрытие горловины. Она эластична. Получается косичка. Дальше. На этом уже спинка и перед готовы. И здесь обвязки, как я сказала, нет. Приступаем к вязанию рукавов. Для рукава я набирала петли из проймы. Для этого я от центральной петли, от центра плеча, плечевого шва,
отсчитала в стороны по 36 кромочных и отметила. И набирала петли, в каждые 36 кромочных я набрала по 53 петли. Я сейчас это покажу, как я это делала. По 53 петли я набрала в 36 кромочных и один дополнительный накид еще по центру сделала. Итого у меня получилось на рукав я набрала 107 петель. Я закрыла свой образец, чтобы не мешали спицы, и на нем показываю. Значит, вот плечевой шов. Отсчитали сюда 36 кромочных и сюда 36 кромочных. И начинаем вязать. Присоединяем нить. Так. Первая петля из одной кромочной, из следующей кромочной захватываю обе стенки петли, вытягиваю нить. Из двух кромочных по одной петле достала, делаю накид к себе и повторяю. Из одной кромочной одну петлю, из следующей кромочной одну петлю, накид к себе, повторяю. Из кромочной одна петля, из кромочной вторая петля, накид к себе. Дальше из кромочной одна петля, из кромочной вторая петля, и пришла к центру рукава. Это плечевой шов. Здесь я делаю опять накид и приступаю уже к поднятию петель из кромочных второй части. И поднимаю также. Из одной кромочной одна петля, из второй кромочной вторая петля, накид. Из одной одна, из второй вторая, накид. И заканчиваю одна петля из кромочной, вторая петля из кромочной. Также симметрично, как с этой стороны. Начинаем с двух петель и заканчиваем двумя петлями перед накидами и после накидов. Все, вот так я набрала петли, и со следующего ряда, с изнаночного, я начала уже вывязывать узор. Повторяя, узор такой же, как и сейчас я, который показывала. 3 лицевые, 2 изнаночные. По моему количеству петель у меня получилось распределение так. Кромочная, 4 лицевых, 2 изнаночных, 3 лицевых, 2 изнаночных, 3 лицевых, 2 изнаночных, и в конце также заканчиваются дорожки 2 изнаночных, 4 лицевых и кромочная. И дальше я вязала, делая убавки по рукаву. Убавки делала в начале и в конце ряда, убавляя в начале ряда одну петлю и в конце ряда одну петлю. И убавляла я вот так по краю у меня идут 2 лицевые в начале ряда и 2 лицевые в конце ряда. И вот я провязывала 2 вместе вот в начале ряда, 2 вместе лицевой со второй лицевой, и здесь, когда оставалось перед кромочной 3 петли, провязывала 2 вместе лицевой и следующая лицевая и кромочная. Это можно, убавки можно делать кому как нравится. Можно вовнутрь их делать, эти убавки убавлять. Можно так, как я делала, захватывая, оставляя дорожку из 2 петель лицевых. И так я убавляла, начиная с 3-го ряда. Первую убавку я сделала в 3-м ряду. И дальше я убавляла 15 раз в каждом 4-м ряду и 8 раз в каждом 6-м ряду. Всего я сделала 23 убавки. Таким образом убавилось 46 петель. И осталось у меня 61 петля. Полностью вся длина рукава от начала вязания у меня 136 рядов. И дальше петли закрыла так, как я сейчас показывала, как я закрывала горловину. Также петли путем протяжки по узору. Лицевые провязываю, вернее в лицевых, где лицевая петля, провязываю лицевой, протягиваю, где изнаночная, провязываю изнаночной и протягиваю.
закрыла. Дальше соединила крючком. Крючком соединяла номер 2,5 мм по изнаночной стороне. Также сейчас покажу на образце. Для соединения детали также складываются лицевыми сторонами друг к другу. И провязываем, захватывая кромочные петли. Кромочную петлю с одной стороны и кромочную петлю со второй стороны, подхватывая обе стенки. Вытягиваю петлю. Когда первую я самую вытянула, я ее вот так провязала и закрепила. А дальше вяжу соединительными столбиками. Подхватываю лицевую с одной части полотна, кромочную, и кромочную со второй части полотна. Вытягиваю нить и протягиваю через предыдущую петлю, то есть соединительный столбик. И так повторяю. Кромочную с одной стороны, кромочную со второй стороны, вытягиваем нить, протягиваем через предыдущую. И периодически вот так подтягиваем, чтобы шов не был стянутым. Это называется соединительные столбики. И вот таким образом соединяю сначала рукав, затем боковую часть пуловера. Когда я закончила вязать рукав, я сразу, не обрывая нить, сразу начала этой же нитью соединять. Соединила рукав и сразу же перешла на соединение боковой части. Так. Шов выглядит вот так. На этом вязание пуловера было закончено, и по центру я пришила бусины по всей длине. После этого я замочила пуловер на примерно 20 минут в кондиционере для белья, и затем уже поместила в стиральную машину и поставила режим полоскания плюс отжим. Отжим поставила 800 оборотов, сушила в горизонтальном положении. После ВТО пуловер в размерах не изменился. Вяжется этот пуловер очень просто и при этом не скучно. На этом у меня все. Если остались вопросы, задавайте в комментариях. Вяжите с удовольствием. Большое спасибо за просмотр и до встречи в моих новых видео.